Приехали в тайный бункер противоядерный. Состоялось неудачное покушение немецких диверсантов на его жизнь. Но все равно денег на многое не хватало, а любой урожай приводил к нищете. А вот после Второй мировой войны у Сталина и Тита начался серьезный разлад. Проезжаем тайными тропами через горы к бункеру секретному. Опять же, узкая дорога. Надеюсь, нам никто не встретится. И надеюсь, что там не будет нас ожидать автобус с китайскими туристами. Приехали в тайный бункер противоядерный в случае ядерной войны, который был построен при правлении Иосифа Броза Тита. Строить атомное убежище начали в 1953 году, а закончили в 1979, за год до смерти Тита. Строительство обошлось в 4,6 миллиарда долларов. Предполагалось, что в случае атомной войны этот бункер будет функционировать как штаб главнокомандующего. Экскурсия длится 90 минут. Стоит она 20 км с человека. И билеты мы купили в городе. Здесь я не знаю, можно ли купить билеты. Вход в бункер прячется за дверью обычного одинокого дома на берегу Неретвы. В глубине дома тяжелая металлическая дверь толщиной 120 см, а за ней начинается длинный туннель, ведущий в бункер. Атомное убежище со всей инфраструктурой находится на глубине 280 метров под уровнем земли. Техническая часть состоит из 12 блоков. Противопожарная система, система обеспечения воздухом, цистерны с горючим и водой, система коммуникации и так далее. Убежище снабжалось водой из природного источника. Каждая система была продублирована на случай отказа. Обеспечивалась постоянная температура воздуха 21-23 градуса и влажность около 60%. 350 человек могли жить и работать в бункере 6 месяцев без какого-либо контакта с внешней средой. На 6500 квадратных метров расположено более сотни жилых комнат, 2 зала для собраний, 2 кухни, больница с операционной, центры связи. Резиденция самого Иосипа Броза Тита состояла из 5 помещений: приемная, рабочий кабинет, спальня, комната первой леди и комната отдыха. Третья дверь. О, знакомая девойка. Вентиляция, видимо. Здесь уже прям тепло. Огромнейший, длиннейший коридор. Все белые плитки. Прям здесь обитель зла снимать. Это тайные залазы. Да, тайные улазы. Или излазы. Что-то пробежали все мимо этих комнат. Ну, здесь вот фотографии, видимо, каких-то дзотов. Иосип Броз Тита, маршал, президент Югославии, лидер движения неприсоединения, один из наиболее влиятельных политиков своего времени, которого, по некоторым данным, сам Сталин хотел назначить своим преемником. Благо, тот вначале поддерживал с Иосифом Виссарионовичем прекрасные отношения. О том, что в итоге пошло не так, и о прочих интересных фактах, связанных с жизнью Иосипа Тита, мы и поговорим.
Иосип Брос Тито изменил даже дату своего рождения. Считается, что родился он 7 мая, но Тито обычно считал своим днем рождения 25 мая. Именно в этот день, в 1944 году, состоялось неудачное покушение немецких диверсантов на его жизнь. Впрочем, это была не первая попытка, но, возможно, наиболее близкая к своей цели. И лишь только чудо позволило Тито избежать смерти. Поэтому 25 мая он считал особенным днем, когда, образно говоря, родился заново. Детство Тито сложно назвать легким. Он был 7-м ребенком в семье, и его родители не могли похвастаться ни особенным богатством, ни высоким общественным положением. Однако, несмотря ни на что, он с детства научился играть на пианино, был лучшим учеником в своей школе, а когда пошел служить в австро-венгерскую армию, то владел несколькими иностранными языками и умел великолепно фехтовать на шпагах. Известно, что когда Тито получил награду за 2-е место на соревнованиях по фехтованию из рук эрцгерцога Иосифа Фердинанда, то был на 7-м небе от счастья. «Я обычный крестьянский сын», — говорил он, «который может похвастаться только своим упорством, некоторыми способностями к фехтованию и вдруг получил благосклонность члена императорской семьи». Впрочем, Тито несколько прибеднялся. Его родители были самыми состоятельными крестьянами в своей деревне, то есть настоящими кулаками, имели большой дом и земельный участок площадью в несколько гектар. Но все равно денег на многое не хватало, а любой урожай приводил к нищете. Поэтому уже в 15 лет Иосипу пришлось покинуть свой дом и устроиться слесарем в хорватском городишке Сисак. Потом он работал еще на нескольких автозаводах Германии и Чехии, а во время Первой мировой войны воевал в составе австро-венгерской армии, где дослужился до унтер-офицерского звания. Однако в 1915 году угодил в плен, освободился лишь спустя 2 года и надумал вернуться к мирной жизни, потому решил работать на Путиловском заводе в Петербурге. Поначалу идеи большевиков он не разделял, хотя участвовал в Путиловском восстании, но только лишь потому, что все участвовали. Однако вскоре пришлось выбирать или с большевиками, или с белогвардейцами, поскольку в стороне отсидеться бы не удалось. Так Тито примкнул к Красной армии и вступил в РСДРП. Личная жизнь Тито была достаточно оригинальной. В 25 лет он женился на 14-летней крестьянской дочери Пелагее Белоусовой и с ней перебрался в Югославию. Там Тито был активным членом Югославской коммунистической партии, за что и отсидел в тюрьме. Но после отсидки авторитет его среди коммунистов только укрепился. Теперь он был уже одним из руководителей Компартии Югославии, а в 1934 году под вымышленным именем Иозеф Гофмахер появился в Петербурге и несколько лет служил в Коминтерне. За это время он так хорошо зарекомендовал себя, что получил высшую руководящую должность в Компартии Югославии, попутно при содействии Сталина разобравшись со всеми своими конкурентами. Во время Второй мировой войны Тито возглавлял партизанское движение и делал это очень основательно. В его подчинении насчитывалось свыше 1 миллиона человек. И это была очень серьезная сила, способная дать отпор фашистам. Он не боялся участвовать наравне со своими подчиненными в бою. Однажды был ранен и стал единственным раненым главнокомандующих среди всей антигитлеровской коалиции. А вот после Второй мировой войны у Сталина и Тита начался серьезный разлад. Сталин задумал создать Балканскую федерацию, куда должны были войти Албания, Румыния, Югославия и Болгария, то есть те страны, где у власти стояли коммунисты. Тито это не понравилось.
Он хотел руководить Югославией самостоятельно, а не выполнять распоряжения из центра во всех важных делах. Сталину подобная строптивость была поперек горла, поэтому отношения между СССР и Югославией ухудшились, и пришлось потратить несколько лет, чтобы они вернулись к прежнему уровню. Тито совсем не походил на малограмотного крестьянина, много лет проработавшего слесарем на автозаводах. Он ценил и любил хорошие вина, сигары, разбирался в драгоценных камнях, был знатоком литературы и музыки. И умел вести себя в высшем обществе, но в то же время не слишком дружил со своим родным сербско-хорватским языком, иногда допускал совершенно странные ошибки. Когда Тито спустя несколько лет вернулся в свою родную деревню, где официально родился и вырос, то его никто не узнавал и считали чужим человеком. Это и породило мнение, что Тито не тот, за кого себя выдает. И первая половина его жизни – чистой воды выдумка, чтобы показать принадлежность к народному крестьянско-рабочему классу. Правда, варианты, кем на самом деле был Тито, рознятся, вплоть до самой экзотической версии, что его в 1930-е годы подменил агент НКВД. Но вот что достоверно известно, так это искренняя любовь и уважение всех жителей Югославии к Тито. О его смерти объявили 4 мая 1980 года, и на стадионе в Сплите, где играл местный футбольный клуб «Хайдук» и белградская «Цервена Звезда», когда узнали эту трагическую новость, то футболисты перестали играть и стали в центре поля. Игроки и тренеры плакали, а зрители на стадионе запели: «Товарищ Тито, мы тебе клянемся, что с твоего пути мы не свернем». Мы выходим. Конечно, хочется сказать, что в бункере прям вроде включили какой-то воздух, но такое ощущение, что прям в какой-то момент не хватало, нечем было дышать. Какая-то опять инсталляция с динамиками. Tada jeste. Ajde, Nanči. Stavim ovako sa strane i puno. I malo mi je... Ну что в целом? Ну, в целом интересно было взглянуть на бункер. Ну, просто, мне кажется, немного скучновато, когда тебе проводят экскурсии. Лучше бы мы сами ходили. И аудиогид бы дали. Да. Ну, чтобы сами ходили, наверное, как-то очень. Вдруг заглянешь куда не надо. Так они могут закрыть все. Ну, другое дело, да. И вообще эта история, то, что там не снимайте, тут можно, или там фотографию можно, видео нельзя. Какая разница, я наснимаю количество фотографий, сделаю видео. Вот у меня мы с мамой, когда в Ленинские горки ходили, тоже было запрещено делать видео, потому что там проводили экскурсию. Она говорит, это моя авторская экскурсия. Вы типа снимете, все ее увидят и все ее своруют. Да, но при этом они тебе и после того, как она уходила из зала, не давали снимать. Ну да. Поэтому как бы относительно.
Ну, в общем, в целом интересно посмотреть. Не, тем более масштабная история вообще, бункер громадная. в Мне горе. кажется, даже больше, чем в Москве, на Таганке, в разы. Но я бы там не смогла находиться, воздуха не Через хватает какое-то вообще. время, да, чувствуется. Может, они, конечно, вентиляцию не включили, чтобы нас там, ну, прям Ну, чувствуется какое-то давление. и те самые апарты Тита и Иванки очень скромненькие. Ну и такие. как она сказала, что этот бункер не предназначен ни для каких семей. Из семьи только Тита, И Иванка. Иванка, да, остальные все как бы только работники. И никто не спасется, только Тита с семьей, А а как на остальных пофигу. Еду вообще. Там же столовая у них есть. Не, ну откуда они еду берут? Ну, запасы готовят. Есть сухпайки, которые хранятся вообще по 60 лет. Все, мы Инсталляция вообще мы уезжаем. какая-то странная.